Крупномасштабная атака на Москву, парад отменен, эвакуация в РФ. Украинские военные пытаются прорваться через границу. По данным Z-каналов, Россия может понести значительные территориальные потери. Что происходит? В стране ограничивают доступ к интернету, устанавливают барьеры и отменяют проведение парада. Кто утверждал, что удара не будет? Трамп вступает в контакт с Эрдоганом. За последние недели появилось множество сообщений о том, что США предложили Киеву и его союзникам в Европе вариант урегулирования конфликта. Вашингтон допускает признание Крыма частью России. Однако Украина отвергла это предложение, подчеркнув, что не намерена идти на подобные уступки. Власти России рассматривают возможность временного отключения интернета в Москве 9 мая. Как сообщают в системе гражданской обороны, такие меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. Уже появились перебои в работе мобильной связи и доступе в интернет. Но это далеко не единственные меры, к которым прибегают в стране. В Москве показали, как сотрудники силовых структур будут прикрывать Красную площадь и обеспечивать защиту высокопоставленных гостей в случае непредвиденной ситуации. В это же время украинская сторона полагает, что ВСУ вряд ли станут наносить удар по Красной площади. Причина – участие китайского лидера, официально подтвердившего свое присутствие на параде. По мнению украинских аналитиков, его визит эффективнее любой российской ПВО. Военный эксперт Евгений Дикий прокомментировал ситуацию. Появилась информация, которая, к сожалению, ослабляет мою надежду на впечатляющее авиашоу 9 мая. У нас есть технические возможности, но участие Си Цзиньпина меняет все. Опасаюсь, что один пожилой китайский гость способен сделать больше, чем вся система противовоздушной обороны России, чтобы воспрепятствовать атаке на парад. Это, по сути, позорно. С точки зрения стратегии, этот парад – совершенно оправданная и, можно сказать, весьма значимая цель. Там будет сосредоточено большое количество подразделений армии, воюющей против нас. Тот факт, что в данный момент они задействованы не на передовой, а обеспечивают проведение мероприятия, сути не меняет. Уже после полуночи в сторону Москвы были направлены группы украинских беспилотников. Российские и украинские каналы сообщили, что их число превышает 100, со ссылкой на данные мониторинга. Уже около 1,5 часов ночи первые дроны достигли Подмосковья. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили работу. Введен режим ковер. Сигналы воздушной тревоги прозвучали минимум в 18 регионах РФ. Официальные лица в Москве сообщили о первых сбитых беспилотниках, а на места падения обломков выехали спецподразделения. Остановить конфликт в одиночку не получится. Трамп решил завершить войну в тандеме. Он планирует подключить Эрдогана, который ранее выступал посредником и предлагал использовать Турцию для переговоров между Москвой и Киевом. Все помнят апрельские встречи в Стамбуле 2022 года. По словам Трампа, этот альянс может сработать. Он провел разговор с турецким лидером и выразил надежду на совместную инициативу по прекращению, как он выразился, бессмысленной, но разрушительной войны между Россией и Украиной. Кроме того, Трамп впервые прокомментировал предложение Путина о временном перемирии. Дональд Трамп, экс-президент США. Мы прошли длинный путь, и, возможно, на горизонте что-то появится. Я надеюсь, что это произойдет. Как вы знаете, Путин только что заявил о 3-дневном перемирии. Это может показаться незначительным, но на самом деле это серьезный шаг вперед, если вспомнить, с чего все начиналось. Раньше ситуация была другой. У нас был президент, который 3 года не разговаривал с Путиным. И всей этой трагедии можно было избежать. Встреча между Путиным и Трампом крайне важна. Такова позиция Кремля. Однако сроки этой личной встречи пока неизвестны. Американский лидер находится у власти уже более 3 месяцев и пока не установил прямого контакта с Москвой. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ. Нет, в графике президента нет поездки на Ближний Восток в середине мая. Но с другой стороны, мы неоднократно заявляли, что такая встреча обсуждается. Мы убеждены, что она необходима и должна быть подготовлена на должном уровне. Для этого требуются усилия экспертов из разных сфер. Диалог между Москвой и Вашингтоном был начат и продолжается, однако конкретных договоренностей пока нет. Путин обязан положить конец конфликту, а Киев готов на 30-дневное перемирие. Это заявление сделал уходящий с поста канцлера Германии Олаф Шольц. Он позвонил Зеленскому и подчеркнул, что Кремль обязан прекратить свою стратегию затягивания времени. Именно так он выразился. Зеленский поблагодарил Шольца за поддержку. Владимир Зеленский, президент Украины.
Мы искренне признательны за ту важную роль, которую Германия играла в помощи Украине в течение всех лет войны. Мы также ценим ваши личные усилия. Мы вспоминаем ключевые моменты. Речь о поворотном моменте, ту самую встречу за кофе, с которой начались переговоры о вступлении в ЕС, поставке 3 батарей «Патриот» и другие системы ПВО, а также многое другое. Друзья, спасибо за вашу активность и лайки. Все важные новости недели в плейлисте. Смотрите, до встречи!